Реинкарнация Михаила Таля, или как по-другому назвать ходы Дубова, можете предложить. Джавахир Синдаров начинает эту партию ходом Е4, Даниил Дубов отвечает Е5, конь F3, конь C6, слон C4. Это у нас итальянская партия, дебют которой в последнее время набирает популярность среди топ-шахматистов. Конь F6, защита двух коней, приглашает Джавахира сыграть конь G5, напасть на вилку на поле F7, но после хода D5 в защите двух коней черные имеют более активную игру. Поэтому Синдаров играет D3, укрепляет пешечку E4. Слон E7, рокировка. Эта партия была сыграна 23 апреля 26 года на Chess.com Open. Это третья партия того дня, и до этой партии Даниил Дубов вел в счете 2-0. Видимо, после турнира претендентов Джавахир немножко уставший, или просто не его контроль. D6 укрепляет Даниил пешку на поле E5, перекрывает действия своему слону. Пассивненько, зато прочно. А4. Активные действия на ферзевом фланге при случае прыжка коня на поле А5, чтобы съесть этого слона. Этот слон спокойно себе отойдет на поле А2. Слон Е6, чтобы после размена слонов на поле Е6 забрать пешкой F и после рокировки вскрыть линию F, по которой в дальнейшем Дубов заедет на позицию белого короля. Слон Е6 забрал пешкой. И c3. Универсальный ход, который не допускает ход конем на d4, не допускает ход конем на поле b4, позволяет в будущем двинуть пешку d4, захватить центр, а также вывести своего ферзя на поле b3, посмотреть на пешку b7 и прицелиться к пешке e6. Кстати, вот с пешкой e6 еще конь g5 нападает. Идет Дубов в рокировку, тем самым приглашает белого ферзя на b3 организовать двойной удар. Это все дело парирует ферзь c8. Но Джавахир решил захватить пространство на ферзевом фланге, сыграл b4. Дальше возможен ход b5, прогнать этого коня. И чтобы не было b5, Дубов играет a6, берет под контроль поле b5. Ладья e1, h6. Немножко ослабляя поле g6, белый конь h4, g6 мог бы как-то туда подойти. Но сейчас это делать нельзя, так как у белых есть неразвитый слон, неразвитый конь, и надо эти фигуры доразвивать. Конь d2. Типичный прием для испанской, итальянской партии. Конь идет на g3, чтобы потом организовать атаку на королевском фланге. Ферзь e8 стандартная схема за черных в этом дебюте. Ферзь черных идет на поле g6, на поле h5, исполняя свою игру. Конь f1, придерживается Джавахир своего плана, конь d7 и пешка h3. Конь из поля f1 теперь может пойти не только на g3, но и на поле h2, укрепляя своего коня, и при случае прыжок на g4 также возможно организовать. Ферзь f7 косвенно через коня f3, прицел на пешку f2. Конь h2, теперь этот конь защищен дополнительно не только пешкой, но и конем. Король h8 и конь g4. Где-то при случае есть потенциальная жертва на поле h6, чтобы как-то за одну фигуру, обычно жертвуют здесь слона, раскрыть черного короля, подтянуть ферзя, ладью и поставить мат. Есть такие варианты. Ферзь g6. Дубов посматривает на пешку g2, связав ее, и при случае может скинуть качество, как было в первой партии. Слон d2 играет Джавахир, возможно желает провести c4, b5 и потом поставить своего слона на c3. Король h7, глубокий ход на самом деле, чтобы после продвижения этих пешек не бояться слона на поле c3, сразу же ушел из-под связки. Ферзь e2, a5, подрывает все пешечное движение на ферзевом фланге, но после хода b5 позиция черных слегка зажатая, небольшой перевес на пользу белых, но он небольшой. Прорывается Джавахир Синдаров в центре, если забрать пешку на поле d4, последует просто cd с хорошим центром у белых. Поэтому конь f7, ладья d1 и ладья e8. Все фигуры развиты, и то, что ждет нас дальше, вам несомненно понравится. Массовый размен на поле e5, кони также разменялись, и у черных остались сдвоенные пешки по линии
Е. Но такие пешки под конец партии в эндшпиле никакой пользы черным не принесут. Но пока есть открытые линии и тяжелые фигуры, надо этим пользоваться, что и делает Дубов. Джавахир Синдаров играет ферзь c4, нападает на пешку c7, присматривается к пешке e6, но слегка забывает за пешку на поле f2. Пользуясь случаем, Даниил Дубов играет слон h4, угрожает выигрыш качества после шаха на поле f2. Эту угрозу Джавахир парирует сильным ходом слон e3. И вот с этого момента начинается бриллиантовая карусель. Реинкарнация Михаила Таля или просто ходы сильного шахматиста. Ладья f3. Первый бриллиант залетает. На самом деле ничего здесь такого опасного еще нет. Угрожает просто взятие пешки на поле h3. Король уходит на поле f1 и теперь угрожает взятие этой ладьи. Также подвисает пешка на поле c7. Ладья отступает на f7, оставляет поле f8 для того, чтобы сдвоиться по линии f и попутно защитить пешку на поле c7. Ладья d2, чтобы защитить поле f2 от неприятных связок. И Даниил Дубов успешно сдваивает свои ладьи по линии F, угрожает следующими бриллиантами. В этой позиции Джавахир Синдаров допускает ошибку, играет слон c5. Благодаря этому ходу Даниил Дубов дарит нам это шахматное зрелище. Можешь ставить видео на паузу, подумать над этой позицией, поискать лучший ход за черных. Все внимание на пешку f2, g2 и поле h2. Если ты нашел этот ход, ставь лайк этому видео. А если не нашел, ставь лайк за то, что я тебе сейчас его покажу. Даниил Дубов играет ферзь g3. Ферзя нельзя брать по понятным причинам. Связка. А если забрать эту ладью, последует мат в два хода. Ладья f2, ферзь f2. Давайте также рассмотрим другие варианты. Лучше всего было бы сыграть ферзь a2, дополнительно защитить пешку на поле f2. Но в этой позиции, к сожалению, Джавахир допускает вторую неточность, играет ферзь e2, позволяет черному ферзю войти за шиворот белому королю. Получается, имеем угрозу мата в один ход, и чтобы спастись от этой угрозы, ферзю необходимо отходить вот сюда. Тогда последует шах, король отойдет на e2, жертва ладьи, четвертый бриллиант последует в этой партии, и после размена ладья f2, король сюда, ладья d2, король сюда и ферзь e1. Черные остаются с лишней фигурой, поэтому именно после хода ферзь h2 Джавахир Синдаров признал свое поражение, закончил этот тур с результатом 3-0, не в пользу Синдарова. Подпишись на мой канал, регулярные обзоры лучших партий в мире шахмат. Также советую посмотреть гениальные жертвы прошлой эпохи Михаила Таля.